Эта история с коронавирусом, которая сейчас происходит, завязана под то, чтобы вакцинировать людей, чипировать людей. Также готовится связь 5G, про которую я тоже слышала, читала недавно. Эта связь, она какая-то будет, у нее более короткие волны будут, как микроволны, да, как микроволновые волны, но она будет иметь другой эффект, то есть тоже как контроль над людьми. И неизвестно, какую вакцину, что там введут вместе с этой вакциной, вместе с этим чипом людям. Но факт в том, что через вот эту связь 5G можно будет вообще контролировать абсолютно все. Все ясно. Сеть 5G развернули в Италии и в Ухане. От излучения стали гибнуть птицы. Не лето попадает в чарты, а коронавирус разносит всю планету и первых бьет итальянцев и китайцев. Кто за всем этим стоит? Правильно, Билл Гейтс. Именно он пытается ввести всем вакцину с цифровыми паспортами и отслеживать передвижение. А жители третьих стран не получают вакцину и умирают. Такой план, чтобы на Земле остался всего 1 миллиард человек. Да, золотой миллиард, вот он. Чтобы жители бедных стран не выкачивали деньги у богатых. Слушайте, все сходится? Как дважды два. Какой я был дурак. Смотрите сами. В 1916 году распространилось радио, а в 18-м произошла первая эпидемия испанского гриппа, которая стерла 5% населения планеты. В 2003-м появилась 3G и сразу же атипичная пневмония. В 2009-м 4G и эпидемия свиного гриппа. Ну и наконец сейчас разворачиваются сети 5G, и как раз прямо сейчас коронавирус превращает легкие в труху. Что-то в самих радиоволнах заставляет оболочки наших клеток резонировать и пропускать вирусы. Да. Или нет? Мы же совсем забыли про азиатский грипп в 57-м, про гонконгский грипп в 60-м, про появление 1G в 80-м и про появление 2G в 91-м. Да, а как же эпидемии? Их я могу связать вообще с чем угодно. Например, с выходом новых альбомов Металлики. В 2003 году выходит альбом Saint Anger, провоцирует вспышку атипичной пневмонии. В 2009-м Def Magnetic запускает свиной грипп под трек The End of the Lane. А в 2019-м под звуки нового Helping Hands идет по планете коронавирус. Видите? Все сходится. А правительство скрывает от нас это, потому что хочет нами управлять. Вы наверняка сейчас думаете: господи, да что за дураки в это верят? Но не спешите с выводами. К концу выпуска вы и сами можете поверить во что-то конспирологическое и эзотерическое. А может, и уже верите. Но для начала, не хотите ли поговорить о Боге? Сейчас вы узнаете, что общего у верующих с коммунистами, радикальными феминистками и рэперами, какие кристаллы помогают вылечить щитовидку, как получить гороскоп от НАСА, от чего по ночам хрустит телевизор, почему Кашпировский вернулся именно сейчас и зачем нам всем нужно во что-то верить. Я в прошлом году я был в Америке и своими глазами видел, как Канье Уэст читает проповеди на фестивале Коачелла. Да, это было потрясающе. Это, скажу, может даже показаться странным, но это лучшее, что я видел в своей жизни после взлета ракеты. И задницы Леди Гаги. Вы только посмотрите, Канье как будто спустился с небес в окружении церковного хора на зеленом холме. Поет про всеобщую любовь, а вокруг витает запах травы. И это 9 утра. Мне удалось почувствовать ту веру, которая объединяет людей и не навязывает тягости бытия, не навязывает своих каких-то суровых правил. А наоборот, все танцуют под рэпчик на Пасху во имя Бога. Супер. Мне было приятно на физическом уровне. Всем было хорошо. Но есть
и обратная сторона религии. Вот 3 девушки ожидают приговора с легкой руки православных активистов. Папа Римский Бенедикт XVI отрекается от престола впервые за 600 лет на фоне скандала вокруг коррупции и гей-лобби в Ватикане. А вот исламские догматики за несколько секунд разрушают статую, которые простояли больше 2000 лет. С таким имиджем неудивительно, что у религии сейчас не так уж и много фанатов. В России так вообще каждый третий считает себя атеистом, но это лишает их бонусов веры. Бонусы веры? Что? Да, религиозные люди реже страдают депрессией, реже пьют и реже курят. И чаще ходят на выборы. Даже твиты у верующих позитивнее. Смотрите, а вот верующие, вот атеисты. Верующие говорят знать, чувствовать, учиться, прощать, благодарить. Вместо идея, причина, кажется, вопрос, открытие. Но что вот интересно, атеисты чаще говорят слово «верить» и «вера», чем верующие. Да. Но что делает верующих такими счастливыми? Неужели разрушение древних статуй? Или приговоры, оскорбивших чувства верующих? Нет, просто религия отвечает на вопрос смысла жизни. Религиозный человек знает, для чего встает с утра, знает, для чего живет, и знает, что с ним будет после того, как он уйдет. Но дело не только в этом. Верить в Бога – это, если образно, быть частью фан-клуба Иисуса, Будды, Мухаммеда или Моисея. И лучше уж вам быть в чьем-то клубе, чем не быть ни в каком. Почему? Потому что быть одиноким так же вредно, как курить по 15 сигарет в день. Но что делать остальным? Тем, кто не относит себя к христианам, мусульманам, буддистам. А счастливым быть хочется. Придумывать свою веру. Святое место пусто не бывает, слышали? Если место освободилось, на замену придет обязательно что-то новое. В данном случае духовная пустота заполняется новыми религиями. И вот здесь начинается самое интересное. Новые религии, скажете вы, что? Это новые боги? Нет. Коммунизм, феминизм, mindfulness, осознанность и даже рэп. И вообще любая сильная идея. Что? Да. Смотрите сами. Советская власть раньше боролась с религией, а слово «безбожник» даже было комплиментом. Но, взорвав церкви, веру из головы не выбросишь. И вместо религии людям предложили новый культ, просто поменяв одно на другое. Книга Маркса «Капитал» стала Библией, будущий мир коммунизма – раем, царствием небесным. Ленин чуть ли не Христос, который умер за наши грехи и обязательно воскреснет, поэтому мы его положим в центре Москвы и подождем. Иконы с ним были в каждом кабинете, а к его мощам выстраивалась очередь. Гитлер – настоящая сатана, а капиталистические страны – это враги, которые вообще не понимают, что творят. Понимаете? Мы просто берем одну веру и меняем ее на другую. И все. У людей снова появляется огонь в глазах. Неудивительно, что коммунисты переобулись и стали заодно с православными активистами. Мол, наша вражда была ошибкой, и сейчас у нас одни цели. Зюганов даже утверждает, что Иисус был первым коммунистом. И такой трюк работает с чем угодно. Религию может заменить любая сильная идея. А вот феминизм, рэп и бизнес-молодость. А вот их абсолютный рай. Что мне с чем соединить? Для феминисток рай – это мир абсолютного равенства. Для рэпера рай – это когда обычный парень с улицы становится королем мира. Рай для бизнес-молодости – это номер в гостинице в центре Эмиратов. Все во что-то верят. Так мы избегаем некомфортного духовного вакуума. И это не вчера началось. Нил Гейман в романе «Американские боги» рассказывает, как эмигранты везли в Америку свою культуру, своих богов. Скандинавы – Одина, индусы – богиню Кали, славяне – нашего земляка Чернобога. Но в наше время старые боги встретились с новыми – богом глобализации, богом технологий и богиней новых медиа. Это же самое происходит и сейчас внутри нас. Теперь огромное количество молодежи верит в технологии. Илон Маск – новый Папа Римский. Раньше вся жизнь строилась вокруг религии. Крещение, Пасха, Рождество, Ханука. Теперь для нас точка отсчета – это посадка Crew Dragon. Для кого-то новый iPhone, а для школьников это новый рэпер или Balenciaga.
Ведь так? Я покажу вам, как современные люди поддергивают разных штук из верований и увлечений и делают микс под себя. Как это происходит? Да вот так. We're gathered here today because we are spiritual, but not like religious. We reject the bullshit from one book so we can cherry pick and choose the bullshit we like better from a whole bunch of different books. Мы просто берем кусочки разных мировых культур, которые нравятся, и делаем микс под себя. Ингредиенты выбираете сами. Йога, медитация, осознанность, mindfulness. Гороскопы, магические кристаллы, конечно. И, например, вот self-help – это энергия, дзен. Ароматерапия и карты Таро на любителя. Да, смешать 3 ингредиента из этого мы получаем русского человека, который понахватал элементы разных культур и собрал из них свою духовность. Сразу и не поймешь, что это русский человек, ведь так? Я не против азиатской культуры, я обожаю Азию. Здесь я рассказываю о том, как человек заполняет свою духовность в попытках остаться верующим. Но не в Бога, а в сильные идеи. Но есть то, чего я против. Это называется несусветная, сука, чушь. Инстаграмный магазин кристаллов, на который подписаны несколько моих друзей. Смотрите, что они дают. Смотрите, острый ум, решение на грани гениальности, стимулированная реальность, общение и состояние доброты, господи боже, принятие любви. Он про объединение сердечного и горлового центров. Прекрасный черный турмалин, наш главный энергетический щит. Есть еще селенит и флюорит, палочки и благовония, массажеры из кварца, которые рекламируют по первому Вера Брежнева, и, конечно же, бутылки с камнями для приготовления кристаллического эликсира, да, который улучшает способности к общению, усиляет интуицию и сохраняет трезвость. Заливаешь воду в красивую бутылочку, встряхнул, выпил, и интуиция стала настолько сильной, что дождь чувствуешь поясницей. Коленкой чувствуешь погоду на завтра. Вот это да. Все это, на самом деле, довольно безобидно. Пока они в сторис не предлагают лечить щитовидку бусами или бороться с алкогольной зависимостью аметистом и раскладывать камни для повышения иммунитета. И я даже хотел купить набор антивирус, то что актуалочка, которая не только сейчас, когда новый вирус, посадил по домам весь мир, но и всегда. Но 13 кусков, серьезно, 13 тысяч за бутылку с кристаллом и палку-вонючку. Вот чем люди заполняют свою пустоту. Духовный, но не религиозный. Это новая формула жизни. Но я не буду голосовать рублем за такую чушь. Да и мне этого мало. Мне нужно что-то посерьезнее. Если мы хотим действительно мощных амулетов, нам нужно отправиться на родину всей этой эзотерики. Куда? В Тибет? В Индию? В Калифорнию. Именно оттуда приходит все самое новое. Это там встают в 6 утра, занимаются биохакингом, пьют воду с эффектом памяти и переливают кровь молодых, чтобы самим стать моложе, конечно же. Кровь молодых, ну надо же. Доказано наукой, это полная чушь. Поражает, до чего может дойти фантазия человека, когда у него резко появляются деньги. У него просто слетает кукуха. И он может сделать приложение, которым будет пользоваться весь мир. Вот мое любимое. Вы просто посмотрите на дизайн. Планеты, звезда, а вот минималистичные рисунки. Как думаете, о чем это приложение? Об астрономии. Нет, это гороскоп. CoStar берет данные о положениях звезд серверов НАСА, а предсказания составляет искусственный интеллект. Искусственный интеллект говорит вам, как вам вести себя вообще на неделе. Круто же? Наверное, да. У этого приложения высокий рейтинг в Google 4,5, значит, есть спрос. Fake it till you make it, говорят мне звезды. Сегодня у меня напряженка в сексе и любви, и это правда. Траблы с рутиной, креативностью, духовностью, социальной жизнью и самим собой. И это тоже правда, да? Было бы, если бы я во все это верил. На самом деле, 8 из 10 человек скажут, да, это про меня. Ведь, по сути, это те же самые гороскопы, что и в журнале «Космополитен», только в новой обертке. Кристаллы и гороскопы существовали всегда. Мы в них как верили, так и будем верить. Почему я так уверен? Да потому что внутри нас, где-то в глубине, лежит желание, очень сильное желание непременно во что-то верить.
Да, вспомните такие ситуации. Перед сном, когда вы дома один и свет выключен, обязательно кто-то шумит в соседней комнате. В телевизоре что-то всегда загадочно трещит, по трубам кто-то ползет, что-то хочет вам сказать из-за холодильника, а мусорный пакет вообще живет своей жизнью. Чур меня, чур меня. Знакомое чувство, да? Вот так и рождаются суеверия. И еще пещерный человек думал, что за любым шумом непременно стоит кто-то живой. Как же в нас стали жить эти страхи? Сейчас объясню. Дело было так. Гулял, значит, наш предок по саванне. Вот он такой, чик-чик-чик. И вдруг слышит, кусты шевелятся. Кто это? Ветер? Или тигр подкрался незаметно? Допустим, он подумал, что это тигр, и убежал. То если он прав, он спас себе жизнь. И если он не прав, он тупо размял себе мышцы. Норм. Вот второй вариант. Допустим, он подумал, что это ветер. Если он был прав, то ничего страшного и не произошло. Но вот если он ошибся, то все, его гены тупо сгинули из истории. Все, их больше нет. Так вот, мы с вами потомки тех, кто решил, что это тигр, и убежал. Мы считаем, что ничего не происходит просто так. И за всем стоит какая-то причина. Что, блядь? Ай, сука, блядь! Стой, стой, стой! Не плюйся ты, блядь! Слушай, стой, ты зомби 20 века! Тебя таким сделал Джордж Ромеро! Тихо ты! Да стой, ты подожди, блядь! Хорош ты чё? Ну стой, говоришь, дурак, блядь! Раньше вы были другие. Ну, наконец-то. Зомби пришли к нам из сердца Африки. Именно там колдуны Вуду с помощью бешеных плясок и песен воскрешали мертвецов и обращали их в своих рабов. Тогда они выглядели вот так. Очень напоминает человека без выходных, который работает много. Это просто парень, который не выспался. Офисный клерк в очередь к кулеру. Веру в ожившие трупы привезли черные рабы сначала на Гаити, а потом и в США. Но все изменилось в 1968 году. С ночи живых мертвецов. Именно этот образ вы и помните. И дальше понеслись названия: зомби по имени Шон, Last of Us, белые ходаки, зомби против растений и даже гордость и предубеждение и зомби. Что остается нам? Мочить их к чертовой матери. И это не страшно. Это весело. Last Day on Earth. Это Майнкрафт в мире зомби-апокалипсиса. Собирай ресурсы, строй базу и занимайся крафтом. Заводи пса, грабь, воюй и, конечно же, мочи мертвецов. Прокачался? Тогда выходи из лягушатника и беги в онлайн. Защищай локации с партнерами, торгуй в лавках и даже создай свой бизнес. А с байком или вездеходом так вообще можно погонять по локациям с ветерком. И это игра на мобильнике. Кто придумал эту игру? Кефир? Я про студию «Кефир» из Волгограда. Круто, что в России есть разработчики, в чьи игры играет весь мир. Это талантливые ребята по всей России. У них уже есть офисы в Волгограде и Питере, а теперь открыли и в Москве. Кто-то даже работает удаленно. Это настолько отлетевшие гики, что в свободное время они не на пляже лежат, нет, а запускают в стратосферу скафандр, напичканный камерами. Скачивайте Last Day on Earth по ссылке в описании и разработайте свой план на случай зомби-апокалипсиса. Подсказка. Они не боятся ни святой воды, ни чеснока, ни коронакризиса, ни клещей, ни серебряных пуль. Ничего не боятся. Единственное, что может их остановить, это честный, бескомпромиссный, прямой выстрел в голову. А мы вернемся к суевериям. Да, надо было про суеверия рассказать. Да. Давайте, вернемся к выпуску. А теперь давайте поговорим о суевериях. Когда в знаменитом ящике Скиннера голубю давали корм,
Его маленький мозг думал: «Воу, это что я такого, сделал, чтобы заслужить такую вкуснягу?» Он пробовал разные действия, жал на кнопку и делал 2 взмаха крыла и так далее. И да, ура, корм появлялся снова. Голубь не знал, что еда появляется автоматически через 20 секунд, поэтому продолжал жать на кнопку и махать своими крыльями. Голубь думал, что таким образом зарабатывает себе корм. А наши родители, и зачастую мы с вами, думаем, что нам повезло или у нас там есть какой-то успех, потому что мы вовремя по дереву постучали, или не дали черной кошке перебежать дорогу, или сделали через левое плечо, прям когда надо. Ведь просто так ничего не бывает, правда? Эволюция нас буквально запрограммировала на поиск сущностей, поэтому мы видим индейца на горе, человеческое лицо на Марсе и глаза в небе. Даже дети не дают обидеть своего игрушечного мишку. Он живой для них. И они же рисуют солнышко с лицом, потому что откровенно верят в его сущность. Когда покупатель мотоцикла узнает, что мотоцикл побывал в ДТП, он отказывается от покупки, потому что верит, что вместе с этим мотоциклом придет и несчастье прошлого владельца. Да, и он тоже попадет в ДТП. А вот пример попроще. Представьте, что вам предстоит трансплантация. Вы бы согласились принять почку убийцы? Большинство людей отказались бы даже от свитера убийцы, не то что от почки. Потому что верят, что с его свитером придет часть его сущности. Мир вокруг нас — это кусты, которые постоянно шевелятся. В нем очень много необъяснимого и непонятного. Что было до Большого взрыва? Почему мы видим сны? Зачем вообще зародилась жизнь? И одни ли мы во Вселенной? И самый главный вопрос: почему у моего соседа все, а у меня ничего? Нам некомфортно от этого. Мы не хотим оставлять что-то без ответов. Нам нужно найти объяснение и утешение какому-либо вопросу. В падающем самолете нет атеистов. Вы слышали? Когда вы падаете, вы тут же начинаете верить в Бога и зовете его на помощь. Да, страх смерти – это одна из причин веры. Так что не удивляйтесь тому, как сильно нам срывает башню во время кризиса. Точно так же в позднем СССР башню срывало нашим родителям. В конце 80-х голова обычного советского гражданина уже шла кругом. Непонятная война в Афганистане, митинги и столкновения, Чернобыльская авария, сухой закон и в конце дефицит продовольствия, когда просто нет еды в магазинах. В этой тревожной атмосфере коммунисты пошли на отчаянный шаг. Они буквально призвали на телевизор магов. Алан Чумак просил поставить перед экраном воду и хлеб, делал случайные взмахи и издавал звуки в стиле ASMR, таким образом вызывая гармонизацию всех процессов. Да, и заряжал воду, и заодно ее и продавал. Помните тех девчонок из Инстаграма с их бутылочками с кристаллами? Ничего не поменялось. Главным конкурентом Чумака был Анатолий Кашпировский. Глядя стальным взглядом в экран, он наговаривал: «Среди вас сегодня будет много тех, кто вылечится от того, от чего еще не излечился никто». Кашпировского смотрели 10 миллионов зрителей. Он выступил в штаб-квартире ООН и провел телемост, где своим гипнозом заменял наркоз во время операции. В то время телевидение было главным источником информации. И ему доверяли. Верили и Чумаку, и Кашпировскому. Ставили банки перед телевизором и собирались тысячами на их живые выступления. Да что там говорить, они собирали целые стадионы. Самое смешное, что оба друг друга считали мошенниками. Но еще бы, они были конкурентами. Но все это детские шалости по сравнению с Юрием Лонго. Он, как Иисус, ходил по воде пруда у этой самой башни, левитировал в 10 сантиметров над полом. А в 90-м году по телевизору даже воскресил мертвеца. Как это вообще в голове укладывается? Это было вот буквально 30 лет назад. Вот прям на днях. Неужели наши родители в это верили? Да, верили. На самом деле под водой была прозрачная лестница. Мертвеца играл его друг, а левитировал он при помощи трубы, которую держал его ассистент. К чему я все это рассказываю? К тому, что это не история. Нет, это не было там 30 лет назад и все, и прошло. Это реальность. Вот посмотрите. Кашпировский вернулся на экраны. Но теперь уже на YouTube, ведь YouTube — это новый телевизор. Под его видео тысячи комментариев с благодарностью. От оздоровительных стримов у людей проходит храп, боль в суставах тоже проходит, улучшается зрение и выздоравливает щитовидка. Все мужик лечит. Никогда такого не было. И вот опять. Почему он вернулся именно сейчас? Очень хороший вопрос. Потому что сейчас кризис.
Людям страшно. Им кажется, что мир вокруг сошел с ума, а все остальные просто бесповоротно ебнулись. И кажется, это правда. В Беларуси ОМОН дубинками метелит всех подряд, а в Бейруте взрыв разносит полгорода. В Америке Трамп вот-вот затеет новую войну. Нас кризис оставит тупо без денег, а коронавирус выкосит напрочь население Земли. 2020. Ты чего? Ты что делаешь? Остановись. Самое время сжечь вышки 5G. Да, их реально сжигали в Британии. Представляете? Самое время разложить карты Таро, поправить ауру кристаллами и спросить совета у Венеры. 30 лет назад все думали: о, отличная идея, дать всем вокруг доступ ко всей информации мира. И кажется, это была ошибкой. Да, я про интернет. Мы просто осовременили все свои суеверия. Оцифровали гороскопы, завели гадалкам инстаграмы и все сверхъестественное перевели в диджитал. Посмотрите пару видео с теорией заговора, и YouTube тут же начинает предлагать вам похожие видео по теме. Мы, пока готовили этот выпуск, насмотрелись многого. Да. И вот теперь посмотрите, что нам предлагает YouTube. Вот, пожалуйста, теневое правительство. Вот посвященные люди в теневое правительство. Вот рептилоиды, Билл Гейтс, гений или злодей. Все как нужно. Рептилоиды мне больше всего нравятся. Я недавно слышал историю на полном серьезе от мужика, которому 70 лет, который воевал там во многих местах, что рептилоиды среди нас, и это как раз тайное правительство. И у него на этот счет несколько книг, и он пишет еще одну. Я шутил, я смеялся, я думал, да нет, ты просто стебешь. Через 1,5 часа я понял, что он действительно один из них. И так происходит с Фейсбуком, ВКонтакте, с Твиттером, и неудивительно, что многие запираются в своем инфопузыре. Но здравый смысл берет свое, и YouTube начал блокировать видео об отрицании коронавируса, его связи с 5G и прочую несусветную чушь. Но осталось еще куча всего. Вы должны понять, да, многие из вас понимают, но многие нет, что нет никаких привидений, нет никаких демонов, когда гадаете на картах, нет никаких инопланетян, мы их не видели, и они не похищают людей. Нет ничего потустороннего, нету, и все. Коронавирус не придумывало государство. Никто чипировать вас не собирается. Вы не собаки. Чего там еще нет? Гадалки, магии и так далее. Это все типичный набор инструментов фокусника. Экстрасенсы. Точно, экстрасенсы, да. Это чушь. Это высокобюджетная, профессионально снятая, сука, чушь. Ребята из премии Гудини обещают 1 миллион тому, кто хоть чуть-чуть покажет свои экстрасенсорные способности. Но все экстрасенсы, которые приходят, 0 суперспособностей. Но я уверен, даже если все это почистить на YouTube и везде, и просто стереть у людей из головы, люди все равно придумают что-то свое, что-то новенькое. Почему? Потому что жизнь несправедлива, и это факт. И каждый находит свой способ справляться с этим. Свою духовность. Вот так мы и начали выпуск с Канье Уэста и христианства, а закончили гадалками и Кашпировским. Потому что все это одна большая история. Ваша духовность. Понимаете, верующие заполняют свою духовность религией, атеисты заполняют духовность сильными идеями, а чудики заполняют свою духовность рептилоидами и прочими теориями заговора. Духовность дает человеку смысл принадлежать к чему-то большему. Так он не остается в одиночестве. Вы не подумайте, я не против религии. Религия – часть нашей культуры, все хорошо. Я против слепой веры. Вы можете поклоняться Будде или Илону Маску, неважно. Жить, как скажет вам ретроградный Меркурий. Или гадалка, жить по ее установкам. Если это делает вас счастливым, пожалуйста. Вот только давайте не будем лечить щитовидку кварцем и сердечно-сосудистые заболевания гипнозом. Есть красная линия. Во всем, что касается медицины, физики и любой другой науки, давайте придерживаться рационального и доказанного. Знаете, как говорят, все, что произошло после Большого взрыва, разбирает физика и астрономия, а вот что было до него, уже теология, то есть наука о Боге. Нам непременно хочется думать, что за любыми событиями, кризисом, эпидемиями стоит
человек обязательно кто-то стоит. Коронавирус это правительство придумало, чтобы там, что-то там. Но важно помнить, что единственный человек, кто напрямую влияет на вашу жизнь, это вы. Вы. Обязательно поделитесь этим выпуском с друзьями, особенно с теми, кто верит в судьбу и сверхъестественное. Скажите им, что этот выпуск заряжен на здоровье, богатство и успешное выращивание овощей. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Так, а теперь что-нибудь изобразить. Damn. My boy. Вот это я сейчас записываю это все, и мы поставим это в самый конец.